Когда начинали строить это здание, конфеты Чупа-Чупс уже покорили большую часть стран и континентов. Тем не менее, предмет, вдохновивший архитекторов на создание проекта, был вовсе не из области кондитерских изделий. Здание должно было напоминать крону дерева. Эдакий шаровидный клен в бетоне и пластике, высотой 47 метров. Интенсивность людского потока в этой части Шлёссштрассе особенно велика. Одна из главных торговых улиц Берлина неизменно привлекает любителей шопинга. Возвышающуюся над суетой крону Бирпинзель словно никто и не замечает, но это обманчивое впечатление. Идет ли речь о реконструкции или о продаже здания, вокруг него сразу же начинают бушевать страсти, которые никакому Карштадту не снились. Модернизм, текущий в жилах бетонного древа, делает его ярким, но во многом и противоречивым объектом. Арендаторы здесь появились только спустя 4 года после завершения строительства. Планы города сделать его иконой поп-арта не оправдывались. Первыми начали осваивать территорию представители общепита. Здесь открылось заведение башня-ресторан «Штеглиц». Так долгое время называли и все здание. Из событий той поры местные жители отмечают лишь бесплатную раздачу пива в день открытия и кружки, летящие с балконов на головы пешеходов. Впрочем, кажется, все обошлось без жертв. Позднее ресторанов стало больше. Владелец одного из них увидел в сооружении сходство с кистью художника. Идея тут же перекочевала на вывеску «Бирпинзель», а оттуда навсегда вошло в берлинский сленг. Правда, спустя еще какое-то время ни кухня, ни уникальная форма здания уже не привлекали публику. Да и арендаторы не отличались постоянством. Кто-то разорялся, кто-то из-за финансовых затруднений находил более компактное помещение. Говорят, причиной всех бед стала плохая теплоизоляция. Деньги за отопление буквально вылетали в трубу. Здание нуждалось в дорогостоящей реконструкции, и это окончательно подкосило владельца, вынудив его избавиться от проблемной недвижимости. С 2002 года Бирпинзель частенько пустовал, хотя в идеях вернуть его к жизни не было недостатка. На этот раз почему-то преобладали творческие начинания, например, слиться с уличной культурой. В 2010 году мастера граффити разрисовали стены и окна как могли. Для здания даже придумали новое название – «Башня искусств». Но выразительные средства стрит-арта не помогли там, где требовалась срочная реанимация. Один из инвесторов хотел перекрасить сооружение в золотой цвет. Тогда уж пришлось сказать свое веское слово городским властям. Какой-никакой, а художественный объект, и его надо охранять. В результате положение между небом и землей во всех смыслах и во всех бумагах стало преобладающим. Какие-то кафе и клубы работали, какие-то мероприятия проводились, но дальше завтрашнего дня никто не планировал. 4 года назад Бирпинзель опять был выставлен на продажу. Международное агентство Sotheby's Real Estate предлагало его под необычный жилой дом или экстравагантный бутик-отель. Всего-то за 3 миллиона 200 тысяч евро. Счастливый обладатель экзотики нашелся только в середине прошлого года, хотя насчет того, что и как он устроит внутри, пока ничего не известно. Словом, очередной заколдованный круг, который всегда приводит в одно и то же место. Почему? Может, потому что само здание и его роль в городской среде были не до конца продуманы. Башня стала детищем семейной пары Рольфа Шюллера и Урсулы Шюллер-Вите, а если точнее, то их побочным ребенком. В 1972 году они выиграли конкурс на проект станции метро Шлёссштрассе, которая приютилась под самой кроной нынешнего Бирпинзеля. К несчастью для молодых амбициозных архитекторов, немецкое метро – это не советские подземные дворцы. С громадьем планов особенно не развернешься. А хотелось чего-то большего. Вот и решили, что своеобразным продолжением игрушечного стиля фойе подземки может стать нечто подобное поблизости, только уже на поверхности. Муниципальные власти особенно не возражали, но в финансировании было отказано. Строительство полностью взяли на себя частные компании, им бетонное древо показалось очень привлекательным. То-то и оно, что показалось. Вложились и получили проблему на долгие-долгие годы вперед. Впрочем, надо признать, зрелище это действительно незабываемое, и будет жаль, если его не станет. Поэтому и волнует берлинцев, кто и как им распорядится.